Добро пожаловать на наш канал, и сегодня поговорим про человека, который всю жизнь прожил с мамой, был женат на диктофоне, панически боялся СПИДа и потери своего парика. Причуды Энди Уорхола. Энди Уорхол – американский художник, творивший в стиле поп-ап, который по большому счету сам и основал. Его называют королем поп-арта, он умел через знаковые, всем знакомые образы, банки консервированного супа, бутылки кока-колы, кадры из фильмов, на некоторых были знаменитые киноактеры, портреты политических деятелей и мультипликационных персонажей создавать настоящие произведения искусства, наиболее известные из которых сейчас стоят десятки миллионов долларов. Энди Уорхол за свою жизнь создал множество всевозможных графических работ, вот только не всегда они были сделаны им самолично. На фабрике, так называлась мастерская у Энди, совместно с другими художниками за день удавалось создать до 50 однотипных картин. То есть, по сути дела, это было массовое производство, конвейерное. Разумеется, ценность каждой отдельной работы в таком случае здорово снижалась, и не всегда можно было доказать авторство Уорхола. Но картины все равно неплохо расходились благодаря громкому имени их создателя и оседали в частных коллекциях различных толстосумов, а то и в музеях. При создании картин Уорхол часто включал телевизор и приемник одновременно, то есть ему нужно было быть постоянным в информационном потоке. Он очень любил технику, почти никогда не расставался со своим диктофоном, видеокамерой или полароидом. Он снимал и записывал часто совершенно незначительные моменты, которые никого, кроме Уорхола, не интересовали. А еще Энди любил рассказывать о себе всевозможные легенды, а когда речь шла о начале его творческого пути, то откровенно прибеднялся. Впрочем, доля истины там есть. Когда после окончания в 1949 году технологического университета Карнеги Энди Уорхол подрабатывал, рисуя открытки, рекламу, оформляя витрины магазинов, ему поначалу приходилось жить в сложных условиях, снимать комнату в общежитии, где кроме него ютились еще десятки человек и множество тараканов. В воскресенье он, как и многие другие американцы, ходил в церковь. Эта привычка появилась у него еще в детстве. Тогда его привлекали церковные иконы, он думал, что когда-нибудь создаст собственные изображения, на которых будут любоваться и молиться люди. И в случае с Уорхолом детская мечта сбылась. После посещения церкви Энди отправлялся гулять по блошиному рынку. Его интересовала любая мелочь, продающаяся там. Он мечтал, что купит редкую бесценную вещь, настоящую реликвию и разбогатеет. Блошиный рынок он посещал почти в течение всей сознательной жизни, даже когда разбогател и стал продавать свои шелкографии и картины за огромные деньги. Его квартира напоминала настоящий склад всевозможного барахла. Некоторые вещи, приобретенные им на блошином рынке, иногда применял в своих творческих замыслах, но большинство просто пылились в коробках. Уорхол очень любил свою маму и был к ней бесконечно привязан. Даже после того, как он стал богатым и знаменитым, прочно обосновался в Нью-Йорке и купил собственную квартиру, то пригласил маму жить в ней вместе с ним. Его мама Джулия была очень простой женщиной, даже толком не говорила на английском языке, поскольку была родом из Австро-Венгрии. Друзья и деятели искусства, которые бывали у Уорхола, воспринимали ее как прислугу. Но тем не менее она была умна и наделена определенным творческим талантом. Свободная от домашних хлопот и уходом за детьми время создавала красивые букеты из обычного мусора, умела вышивать и даже неплохо рисовать. Джулия очень любила своего позднего, она родила его в 36 лет, сына Энди. Постоянно, на протяжении всей жизни заботилась о нем. Помогала раскрыть в себе талант к творчеству. На протяжении всей жизни она кормила его баночным супом Кэмпбелл, который стал основой для одной из самых запоминающихся работ Уорхола. Энди очень комплексовал по поводу своей внешности. По большому счету, он лишь благодаря работе пластических хирургов сделал свой имидж. В детстве были серьезные проблемы с кожей лица. Она покрывалась пятнами, а количество юношеских прыщей просто зашкаливало. Энди всеми силами пытался исправить ситуацию. Был частым гостем косметических салонов, покупал всевозможные средства от прыщей, но все тщетно. Лишь с возрастом ситуация улучшилась, но не намного. Потому свой первый серьезный гонорар Уорхол потратил на пластическую операцию. Начал рано лысеть, пришлось приобрести белокурый парик. Именно таким Энди и появляется на большинстве своих фотографий в зрелом возрасте. Однако он очень боялся, что парик когда-нибудь съедет с головы и его лысина будет видна всем зевакам, что не добавляло ему душевного спокойствия при общении на публике и с друзьями.
Кстати, сам Уорхол несколько раз фотографировался в женском образе с большим количеством косметики на лице. Известна целая серия подобных автопортретов. Там он пытался найти грань между мужским и женским. В детстве Энди был настоящим гадким утенком, очень болезненным мальчиком, страдающим пляской святого Витта. Сверстники над ним откровенно насмехались, а для самолюбимого и ранимого Энди подобное отношение к своей особе приносило немало обид и настоящих страданий. Он чувствовал себя настоящим изгоем в классе, а школу ненавидел. Подобное отношение к себе привело к отчужденности в обществе с окружающими. На пике славы он был окружен восторженными поклонницами, был вхож в высший свет, мог завести серьезные отношения почти с любой понравившейся ему девушкой, там наверняка не отказала бы, но не сделал этого. Он никогда не был женат, нет никаких свидетельств о его постоянных любовницах. Одиночество Уорхолу было привычнее, а людей и тусовки он стал откровенно избегать после того, как несколько его знакомых в 1982 году умерли от СПИДа. СПИДа Энди боялся панически, еще больше, чем оказаться без парика на улице. Считали болезнью гомосексуалистов и наркоманов, а заболевших даже не пытались толком лечить. Возможно, если причины заболевания СПИДом были бы в то время достоверно известны Уорхолу, он бы вышел из своего затворничества. Хотя все знавшие его утверждали, что техника и искусство ему нравятся куда больше, чем люди. Впрочем, он и самолично заявлял, что у него отношения с диктофоном. Из-за одиночества и привычки питаться консервным супом, гамбургерами и кока-колой Уорхол почти никогда не обедал в ресторанах. Ему, кстати, принадлежит идея общепита для одиноких людей, то есть человек должен там кушать исключительно в одиночестве, а не в общем зале. Даже во время встречи с друзьями всю заказанную еду отдавал бомжам. Он вообще был филантропом, жертвовал большие суммы нуждающимся, хотя к людям всегда относился с полным равнодушием. Говорят, гений и душевное здоровье – вещи несовместимые, а Уорхол был настоящим гением поп-арта. Возможно, не было всех этих странностей, не было бы графических портретов Энди Уорхола. Любой художник в творчестве проходит через собственный опыт и зачастую испытания, которые неотделимы от его работ. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора.